Приветствую вас! Если вы искали простой и эффективный способ установки и настройки PostgreSQL, то вы по адресу. Сегодня я познакомлю вас с EasyPanel, инструментом, который превращает управление базами данных в удовольствие. Забудьте о сложных командах и настройках, с EasyPanel мы справимся за считанные минуты. Начнем с установки. Для этого с сайта easypanel.io нужно скопировать команду для запуска скрипта на новом Ubuntu сервере. Или же просто скопируйте эту команду из описания к этому видео. Если вдруг что-то не получается, то пишите в комментариях, я вам помогу. Давайте начнем с создания нового сервиса PostgreSQL. В панели управления я нажимаю на сервис и выбираю PostgreSQL из списка доступных приложений. Ввожу понятное имя, например, MyDB. Если вы хотите задать свой пароль для пользователя Postgres, вводите его. Если оставить это поле пустым, EasyPanel генерирует безопасный пароль автоматически. Оставляем по умолчанию или выбираем нужную версию PostgreSQL. Поскольку последняя версия на текущий момент это 17.2, то я просто убираю версию базы из образа и будет установлена последняя версия, а не 16. И после заполнения нажимаю «Создать». База данных начинает разворачиваться. Сервис создан, и теперь мы видим все необходимые данные для подключения. Internal host – это адрес для подключения внутри вашей сети или между сервисами в EasyPanel. Порт – это стандартные порты PostgreSQL 5432. И URL подключения – удобная строка для быстрого подключения из ваших приложений или инструментов. Эти данные понадобятся вам для настройки клиентов и приложений, которые будут работать с базой данных. Если вам необходимо подключаться к базе данных из внешних источников, например, с вашего локального компьютера или другого сервера, нужно настроить публичный доступ. Переходим на вкладку Expose и в разделе с номером порта указываем желательный порт от 1024 и выше. Нажимаем «Сохранить». Теперь база данных доступна извне по указанному порту. И не забудьте настроить Firewall и убедиться в безопасности подключения. Для оптимизации работы сервера важно контролировать ресурсы, которые потребляют ваши сервисы. Переходим во вкладку «Ресурсы», и здесь мы можем зарезервировать память и ядра за этим сервисом, а также лимит того, сколько памяти и ядер может использовать наша база. Это поможет предотвратить перегрузку сервера и обеспечить стабильную работу других приложений. Регулярные резервные копии – это залог безопасности ваших данных. В EasyPanel это можно сделать двумя способами. Переходим во вкладку «Резервное копирование», выбираем периодичность – ежедневно, еженедельно или по собственному расписанию. Указываем место хранения – локально или в облаке, например, AWS S3 или Google Cloud. Второй способ – это использование специальных инструментов. Для этого в шаблонах можно ввести слово «бэкап» и выбрать тот инструмент, который вам нравится. В одном из следующих видео я пошагово покажу, как это настроить. При администрировании базы важно иметь доступ к логам и удобным инструментам. Во вкладке Overview мы можем отслеживать все события и быстро находить причины возможных ошибок. EasyPanel интегрирует такие инструменты, как PG-Web и DB-Gate, и они позволяют управлять данными, выполнять SQL-запросы и визуально контролировать структуру базы через веб-интерфейс. Для запуска инструмента просто активируйте их, а затем открывайте через эту же самую панель. Как видите, с EasyPanel установка и настройка PostgreSQL становятся интуитивно понятными и не требуют глубоких технических знаний. Вы экономите время и можете сосредоточиться на разработке своих проектов. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. В следующих выпусках я расскажу о других функциях EasyPanel и поделюсь полезными советами по администрированию. Спасибо за внимание и до новых встреч!